Однажды в одной деревне жил охотник, и после охоты ему удалось найти одного волчонка, и охотник принес его домой. Но он пожалел его и даже не посадил его в клетку, возможно, он был тронут тем, как его 7-летний сынишка играл с пушистым комочком, или мужчине просто некогда было заниматься лесным зверком. Хотя волчонок рос в доме, с виду он был похож на щенка обычной дворняги, но дикие искры выдавали в нем будущего опасного хищника. Обычного лесного волчонка нельзя приручить сколько ни старайся, поэтому он был просто игрушка до тех пор, пока не стал опасен. Несмотря на дикий нрав, зверек полюбился мальчику, и сорванец был готов даже хорошо учиться, лишь бы побольше проводить времени со своим питомцем. К тому же наличие настоящего, хоть и маленького волка, прибавляло ему важности в глазах остальных мальчишек. Но время шло, и щенок превратился в подростка. Волка нельзя держать на цепи, как дворового пса, поэтому его посадили в вольер. Но разве деревянная клетка может удержать настоящего хищника? Однажды ночью он сбежал. Мальчик горевал и плакал, но волк, не собака, конечно, он не вернулся. Чтобы утешить сына, родители завели щенка, и тот заполнил пустоту в сердце мальчика, ведь собаки, ласковые и верные друзья, способны лечить душевные раны. Так прошло несколько лет, милый мальчик тоже превратился в нескладного подростка, который любил до поздно гулять на улице. Очередная зима выдалась холодной и голодной. Появились слухи, что к домам стали выходить волки. К сожалению, это была правда. Однажды поздно вечером сын охотника возвращался домой и увидел в темноте горящие глаза. Деревенские собаки попрятались в страхе, а мальчика стали окружать серые хищники. Целая стая вышла из леса, чтобы поохотиться на беззащитную добычу. Вся жизнь пронеслась у подростка перед глазами. Он понял, что его сейчас станут рвать на части, и помощи ждать будет неоткуда. Пока люди поймут, в чем дело, волки перегрызут ему горло. Стало очень страшно и обидно, что он прожил так мало. Волки описывали круги, приближаясь к жертве. Впереди шел матерый вожак. Когда расстояние сократилось до такой степени, что стало слышно хриплое дыхание зверя, и серый хищник вдруг остановился в нерешительности, вслед за ним замерли и другие волки. Вожак стоял неподвижно и осторожно принюхивался к мальчику. Внезапно он едва вильнул хвостом, развернулся спиной к жертве и, издав повелительный рык, заспешил к лесу. Стая отправилась вслед за ним. Когда мальчик пришел в себя, он осознал, что чудом избежал смерти, а причиной такого поведения стало то, что выросший волчонок узнал своего маленького друга и не посмел его обидеть. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.